Так, хорошо. Жиж. Все. Мы в эфире и на YouTube, и на Фейсбуке. Сразу. Ну что, сегодня 15 февраля, 11 утра, суббота, на улице вернулась зима. Как там у вас с погодой? У нас снег лежит в Киеве, например. У нас тоже выпал. Да, неожиданно вернулась зима. Я уже думал, все, глобальное потепление сразу. А тут нет, раз, и опять зима. Ну ладно, зима так зима. Значит, есть повод посидеть дома и послушать, о чем мы будем разговаривать. Ну что, наши зрители уже собираются и пока готовятся продвинутые вопросы. Я подумал, что сегодня мы начнем, наверное, с вопросов традиционных. Потому что каждый раз появляются новые зрители, и опять нужно задавать вопросы. У нас на YouTube-канале уже больше 700 видео, и никто... Но старые почему-то люди не смотрят. Поэтому давайте начнем традиционно с 5-минутки блиц. Все равно сказали, что вы у нас как один знаток, отвечающий на все вопросы. Начнем с блица. Пока наши постоянные зрители готовят вопросы на продвинутом уровне. Мы начнем для начинающих. Несколько вопросов. Давайте все-таки начнем с простого. Что такое государство? Давайте дадим короткое определение, чтобы можно было опять кидать ссылку на свежие видео и показывать, что вот тут вот смотрите, что такое государство. Но его по-разному можно определить в зависимости от, так сказать, того, какие теоретические рамки вы хотите это все засунуть. Вот. Но попробуем просто определить простым таким бытовым, я бы сказал, образом. Государство – это ракетирская банда, которая выжила. То есть вот и все. Это будет самый простой, наверное, самый исчерпывающий, так сказать, образ. Вот, потому что ракетирская – это именно банда, которая живет с территорией. Да, то есть территория является ключевым параметром этой банды. Ну и государство тоже, то есть у него есть территория, которым оно практически, можно сказать, владеет. И оно берет дань со всех, кто на этой территории находится, разными способами. То ли непосредственно, то ли там берет за бизнес, которым они там занимаются, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, то есть, если эта банда выжила, то есть ее не прогнали там люди и так далее, от таких банд исторически большинство подавляющее, то есть выжило очень мало государств, и выжили те, которые сделали следующий шаг. Они поняли, что силой удержать территорию очень трудно, вот, и они начали эволюционировать в том смысле, что на самом деле они делают какие-то полезные вещи. Вот, прикидываться, так сказать, структуры, которые делают что-то полезное. Ну вот мафия, например, итальянская, она это очень хорошо понимает. Вот, она не только защищает своих членов, но оказывает различные социальные, так сказать, помощи там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть для того, чтобы ее любили и создали группу поддержки себя. Вот такие вот банды, которые вот этот аспект поняли, они выжили и стали государством. Да, и что хорошо при Трампе, что это показывает вообще воочию, можно посмотреть, как оно происходит на наших глазах. Да? Потому что то, что мы сейчас переживаем, это фактически те же самые бандитские разборки 90-х. Когда приходит банда ракетеров и говорит, давай, бизнесюк идет к другой банде, просит крышу. Приходит крыша, говорит, окей, мы будем брать с тебя деньги за то, что тебя защищаем. Но снова, когда приходит другая банда, она отворачивается и куда-то сваливает в сторону. И когда бизнесюк отбивается от предыдущей банды, снова приходит третий и говорит, все, теперь ты нам должен денег, потому что мы тебя якобы защищали. Вот это все происходит у нас сейчас прямо на наших глазах. И кто этого не понял, тот самый наивный, по-моему, человек, розовый пони, который живет непонятно в каких, как мне кажется, иллюзиях. Хорошо, второй вопрос из серии Блиц.
Без государства более сильные объединятся в группу и станут отбирать у слабых. Так устроен человек, он алчен, ленив, не все могут мыслить, и он захочет большего. Алчные, без эмпатии люди захотят больше благ, они объединятся в группу и будут отбирать у других. Как с этим быть? Как людям жить в таких условиях? Ответь на вопрос, не уходи от ответа. Это смешной вопрос, потому что тут уже как бы заранее предполагается ошибка, да, то есть, что люди там злые, алчные и так далее. Люди бывают злые, бывают не злые. Они разные бывают. Бывают алчные, бывают нет. Вот. А те, кто хочет отобрать чужое, получат в дыню. Просто вот и все, и на этом все закончится. Ну вот не верят люди в то, что тех, кто хочет чужое, получат в дыню. Считают, что только Я государство могу дать гарантирует. более развернутый ответ на самом деле. То есть ошибка еще вот какая, что берется за точку отсчета некая нулевая ситуация, которой никогда в природе не было, и в которой люди такие, ну, такой чистый лист, да, ну, правда, на который автор записал уже там некоторые параметры, но тем не менее. Но такой точки нет. Вот. И АНКАП, то есть без государственного устройства, оно древнее, оно старее любого государства намного. Это точно так же, как и право, которое родилось именно в этом самом АНКАПе. Вот. И это право основано на праве частной собственности, то есть на самопринадлежности и так далее, и так далее, и так далее. Иначе бы ни одно сообщество не выжило. То есть любое сообщество построено по этим принципам. Будь на нем государство сверху или там государства нет, вот, все равно право частной собственности – это правило номер один. Вот, и там, где это право нарушается, то, соответственно, такое сообщество распадается, исчезает. Вот, то есть там, где это можно сделать, да, то есть там, где это легально. Вот. А если это нелегально, то все сообщество, так сказать, противодействует этим людям, которые, ну, в принципе, являются бандитами, да, то есть они считаются бандитами для этого права. Вот. И этому как бы факту много-много-много тысяч лет. Поэтому тут нет никакого отсыла в будущее. Вот если государства не будет, то они объединятся и так далее. Нет, эта проблема решена многие тысячи лет назад через право собственности. То есть тем, что такие действия нелегитимны. То есть АНКАП в этом смысле ничего нового не выдумывает. Он просто убирает лишнюю вот эту настройку, вот, которая присвоила себе право как бы там всем рулить, да, включая и ваши отношения с собственностью. То есть вам как бы нельзя делать то, что делает эта настройка, а ей можно, да, то есть она может грабить, это узаконено, а вам грабить нельзя. То есть именно за счет этого она и существует, что она поддерживает этот старый древний принцип в отношении вас, да, то есть вы не можете друг друга грабить и так далее. То есть точно так же было и без этой настройки. Да? Но к этому добавляется ее право грабить вас так, как она хочет. То есть просто надо убрать отсюда эту фигню, она не нужна. Вот, она приносит только вред. Ну, у людей иллюзий, конечно, в головах много, и в первую очередь, конечно, считается, что вот есть такая штука, как Конституция, которая всех защищает. Потому что если, например, почитать украинскую Конституцию, что она говорит? Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та її гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Поэтому люди почему-то считают, что вот без государства все. Народ должен требовать от государства исполнения им своих обязанностей. Тогда все будет хорошо. Ну, это магия такая. Это должно быть на таком свитке написано. Вот так разворачивать и читать. И после этого там сзади, на заднем фоне, вот у меня дерево, там оно должно там все извиваться, какие-то драконы там должны появляться. Ну, что-то еще такое должно происходить. И в результате этого, конечно, да, права там и прочее, тут государство, все чиновники опомнились и кинулись защищать немедленно. Как только ты прочтешь это заклинание, они немедленно этим всем начнут. При том, что очень интересно, что вот человек, я не знаю, который задал предыдущий вопрос, он же дал характеристику общую для всех людей, что они злые и так далее. То есть, но
При этом предполагается, что на чиновников это не распространяется. То есть они как раз по определению добрые. Это единственные добрые люди вообще в этом мире, которые должны почему-то, ну, потому что мы свиток же прочитали, вот, которые в силу этого должны нас защищать. В силу того магических слов, которые, значит, там на свитке на этом начертаны. Вот. Они добрые, да, они добрые, вот они должны вот это вот делать. То есть почему-то человеческая природа, она такая вот интересная. То есть злые люди почему-то это только подчиненные этих чиновников, а эти добрые почему-то они должны нас, значит, защищать друг от друга, вот, от внешних разных там врагов, от астероидов и так далее. Да, да, кстати, я как-то не обращал внимания, в нашій Конституції є замечательна стаття, в которой написано, що власність зобов'язує, власність не повинна використовуватись на шкоду людині і суспільству. То есть, если у вас есть собственность, то вы не можете ее использовать. Вот так написано в Конституции. Все. Должны выполнять. І там же в Конституції написано, що держава забезпечує захист прав усіх, права власності і господарювання. И социальную спрямованность экономики у нас держава забезпечивает. Это важно не забывать. Поэтому у людей возникает такое, по-моему, иллюзия о том, что человек один не может защититься. Вот. Опять же, в том же вопросе, что человек один не может защититься от бандитов, разрешать споры в судах. И вот для всего этого нужно государство. Это как-то вбито с молоком матери. Нет, наверное, не с молоком матери, а скорее всем школьным образованием, начиная с садика. Это в школе начинают вбивать. Наверное, в садике еще. С молоком в матери как раз правильные вещи вбиваются, что чужого брать нельзя, кто первый начал, тот и виноват. Вот эти вещи. Кто первый пришел, ну, кто первый стал в того и тапки, да, то есть принцип Гамстеда дети очень хорошо это самое понимают. А потом, когда их в школу тащат, там все мозги переворачивают с ног на голову. Так, Блиц мы закончили на сегодня. В следующий раз еще пишите свои вопросы. В следующий раз мы вам ответим еще на некоторые вопросы. Теперь вопросы из чата. Ждал нас еще до начала. Здравствуйте, Владимир. Такой вопрос. Разве то, что вы называете этимологией, не является частью психологии? Это у нас было там видео несколько недель назад, там, где мы рассуждали о этимологии и остальных вещах, которые я не вводил думаю, Мизес. что это часть психологии, но вообще там как таковой науки этой нет, да, давайте так. То есть это просто некое направление думания, да, то есть неких теоретиков. Там, включая Мизеса, который вскользь там несколько раз в разных работах об этом сказал, да, вот и все. Вот, поэтому я бы не стал рассматривать, ну, в принципе, пока всерьез вообще эту тему, потому что она не разработана толком, то есть там какой-то продуманной такой большой серьезной теории, как, допустим, эконом-теория, да, вот в изложении Мизеса, хорошая продуманная теория, с которой очень трудно полемизировать, потому что там все логически связано. А вот что касается этимологии, то там просто наброски идей, поэтому я пока, ну, как бы воздержусь до тех пор, пока не появится какой-то мыслитель, так сказать, который подумает хорошенько, да, либо несколько мыслителей, и выдаст нам какой-то результат. Наступне питання. Володимире, сьогодні депутати в Раді верещать, б'ються в конвульсіях і репетують, що абсолютно всі ресурси України США хочуть приватизувати і щоб їхній бізнес займався їхнім видобутком, обробкою. Гарантії безпеки на кшталт вступу в НАТО і поки Україна не отримає сильну позицію на фронті. Як, на вашу думку, взагалі проходять переговори, які сигнали ви бачите? А то наші державники виють, що злий Трамп їх ображає і народне надбання вирішив відібрати і війну не закінчити. І війну ще закінчити. Отак. Государство себя довело до вот этого вот состояния, в котором оно сейчас находится. Вот, вместе с нашими замечательными союзничками, так сказать, в лице Байдена и ЕС. Вот. А теперь получает закономерный результат. Нас это никак с вами не касается, потому что недра эти нам не принадлежат. Вот. Они сейчас ничего не стоят, поскольку они не добываются на самом деле. То есть все эти оценки — это пальцем в небо. Вот.
Если есть ну, такие условия как бы за защиту со стороны США, но я думаю, что государство, так сказать, то есть ему сделано предложение, как бы, от которого оно не может отказаться. Вот. А есть другая теория, что это просто на самом деле ход со стороны Трампа для того, чтобы своему ядерному электорату, который очень не любит Украину, вот, ну и у него есть основания на самом деле это делать, вот, сказать, почему он продолжает ему помогать. Да, то есть одно дело, когда это деньги налогоплательщиков, да, вот мы тратим туда, а другое дело это деньги налогоплательщиков, потому что у нас же там, литий там и все остальное, понимаете. Вот это разумный был бы ход, да, то есть я думаю, что и эта теория, и другая теория, а вдруг там действительно есть какой-то литий, вот, они верны. Так что думаю, что это выглядит примерно так. Это выглядит примерно так. Насчет переговоров я не берусь судить, потому что это будет гадание на кофейной гуще, поскольку процесс вот именно сейчас идет. Да, он сейчас идет. Но мы должны понимать несколько простых вещей, просто для того, чтобы лучше понимать, что происходит. Первое, относительно Трампа. То есть все говорят, Трамп переговорщик, но никто не понимает, что это такое. Да, то есть Трамп всю свою жизнь он занимался действительно переговорами, потому что он риэлтор, и это, в общем-то, основная его работа. То есть понятно, что человек съел собаку, и не одну, на этом деле, да, и поскольку он заработал, и заработал хорошо, то, видимо, у него есть какой-то опыт вот, в этом деле, и опыт, так сказать, положительный, то есть он дает ему результат. Вот. Мы видим, он написал об этом книгу, и вот люди, которые книгу читали, они говорят, что вот Трамп всегда действует вот так и, собственно говоря, всегда выигрывает. Вот. И что они видят сейчас вот в том, что происходит, как бы, именно вот ту логику, которую Трамп всегда, собственно говоря, там исповедует. Вот. Вой у нас стоит по поводу того, что он делает ритуальные движения не такие, как от него ожидает, значит, украинская прогрессивная общественность. Но дело в том, что мнение прогрессивной общественности, вообще говорят, это задница, да, и как бы их, условно говоря, статус, да, он близок к нулю для меня. Вот, потому что там нет людей компетентных, они, мало того, это вредители. Вот, вредители, так сказать, многие из них оплачиваемые, к тому же вредители, я думаю, не только USAID, а еще и так сказать, этим самым Путиным. Вот. Но многие как бы наивные люди, которые смотрят телемарафон, они, так сказать, в этот вой, они думают, что это искренние действительно какие-то, значит, вопли, вот, они в него верят, да, поэтому тут надо, рассказать, что к чему. Я просто хочу напомнить, как дела обстояли в предыдущий срок, а именно когда Трамп встречался с Путиным, тоже стоял такой вой в 2017 году. Вот, что он там не так себя вел и заглядывал, значит, в глаза диктатору, там, и вот это вот все, и унижался типа перед Путиным. Давайте посмотрим на результат этого всего. А результат состоит в том, что 4 года Путин сидел ровненько на заднице и никуда не лез. Да, то есть Трамп всегда хвалит и льстит своим вот этим вот, значит, контрагентам по переговорам. Он вкладывает в свои слова того, чего они не говорили, как, например, вот в этой вот, значит, Филиппике, которую Трамп, значит, произнес, и тут поднялся вой, тут немедленно все эти блаженные начали ножками сучить. Он там, значит, говорил о стремлении Путина прекратить войну, там, и так далее, и так далее. То есть он выдавал, это такой прием в переговорах, да, когда он выдает желаемое за действительное, да, то есть вот, чтобы потом сказать, это ж вы говорили, вот, то есть вот так, вот. А это как бы, все это надо знать, все это надо понимать, поэтому как бы я не вижу во всех этих речах ничего страшного, да. То есть, и с другой стороны, представьте себе переговоры, где одна сторона, значит, начинает переговоры со слов «ты кровавый диктатор, блин, падла, вообще там подавитель демократии и всего, значит, давай договариваться теперь, да? Давай теперь договариваться». Вот. Я просто напомню, что Трамп хвалил вот этого толстого корейца,
значит, единственного толстого в стране, и хвалил вообще всех, с кем он вел переговоры всегда, включая, кстати говоря, Зеленского, вот, которого он тоже там называл там отважным, храбрым, там уже не помню тоже как. Вот. То есть это просто такая тактика, которая очевидно работает. Это один аспект, да, то есть тут не надо, вообще ничего не надо сейчас вот это все анализировать, потому что оно не стоит ничего. Точно так же, как это все пока идут вбросы, да, вот вбросы, различные проверки там, вот, которые были сделаны, например, на Мюнхенской этой конференции, допустим, тем же Венсом, который говорил про ядерное оружие, тут же выскочили москали, значит, и что он сказал, да, значит, Венс сказал, что его слова перепутали. Отлично, отлично. Это все, значит, вот вбросы, проверки, значит, вот эти вот бандитские разборки, с которых мы начали, да, то есть вот это вот все, кози-бози, все вот эти вот, то есть они сейчас вот имеют место, и мы их сейчас видим, да. Венс потом же сказал о том, что если, значит, там переговоры сорвутся, то мы туда введем американские войска, да? То есть, ну, вот так он. То есть, это тоже такая штука, предмет, ну, что называется, бросить на стол. Да? Это на столе переговоров. Вот. Это вот один аспект, который надо понимать. Второй аспект, что, конечно же, Путин, в смысле Путин, этот Трамп, он никакой не, условно говоря, друг Украины. Вот. Это надо четко понимать. И вообще друзей Украины нет. И Байден уж тем более тоже не был другом Украины. Просто странные, значит, украинцы, которые верят словам, а не делам, они почему-то считали, значит, что вот это типа их друзья, но какие-то, ну, они немножко странные, да, потому что там помощи как-то мало совсем выделяют, значит, военные. Много бухтят, но им было достаточно, что они бухтят. Вот Байден назвал Путина, вот счастье, народные гуляния, крестные ходы, значит, празднуют здесь все, блин. Вот. В то время, ну и Тританщика дал, понимаете, Тританщика, который потом товарищ Залужный благополучно угробил, значит, в героическом контрнаступе, блин. Вот. И Байден хороший, потому что он сказал. А Трамп этого ничего не говорит, то есть он нахрен вот это все игнорирует, вот это вот там, то есть у него есть задача, да, то есть у него есть задача решить проблему, которую ему поставил избиратель, вот, и он ее решает, все, ему надо, у него мандат закончить войны, не победить Путина, понимаете? И у Байдена, кстати говоря, такой задачи не было, вот. Но он вот это вот изображал из себя, и наивные эти, значит, папуасы здешние, они этому всему верили, не смотрели при этом на то, что он реально делает. Вот. Отлично, дедушка Байден, он с нами, он тоже надбедренную повязку, значит, надел, кость вставил себе в нос и пляшет тут с нами, значит, вместе вокруг костра. Вот. Шикарно. А вот Трамп почему-то, сволочь, этих всех, значит, штук не исполняет, гад. Понимаете? То есть вот это все надо понимать, то есть, что у него чисто практическая задача, который, конечно же, он, ну, риэлтор, да, вот. То есть он пришел, сказал, о, Газа, мы, значит, всех арабов отсюда выкинем, вот, и здесь будет у нас отели, значит, и все хорошо, вот. О, Украина, а что у вас есть хорошего? Значит, у вас вот эти литий, зашибись, вот. То есть подход нормальный, на самом деле, я его одобряю, мне он нравится, потому что он честный. Да, то есть, ну, с этим, ну, дальше можно торговаться, там, литий, не литий, сколько лития, как, кому отдаем, значит, концессия, не концессия и так далее, и так далее. Он все равно там без дела лежит, правильно, его же никто не добывает. Вот, 30 лет ходили кругами вокруг этого всего, то есть, еще раз говорю, цена его равна нулю. Вот. Но это, по крайней мере, ясно и понятно, ясно и понятно. То есть надо просто понимать, что у Трампа задача закончить войну. То есть он делает, когда говорят, что Трамп там вот исполняет свои обещания, то есть надо просто понимать, о чем идет речь. Да? То есть одно дело, когда он молотит там языком по поводу там Канады, там, Мексики или еще чего-то там, вот. А другое дело это то, что у него там записано в программе, вот это он и делает, да, и надо просто смотреть, кто за него голосовал. Вот голосовали за него там профсоюзы, да, он им подарил что? Они что от него хотели? Тарифы. Вот он ввел тарифы 25%, дебильное, абсолютно понятное дело, но почему? Потому что за него голосовали эти люди. То есть он своим избирателям
делает то, за что они голосовали. Вот и все. Разные группы избирателей поддерживали Трампа с разными взглядами, с противоположными взглядами. Вот, потому что одно дело, ну, условно говоря, между профсоюзами вот этими вот замшелыми, ну, вот, древними, да, с их с эпохи, так сказать, ранней этой самой промреволюции, да, вот, и между Маском с его вот этой всей деятельностью пропасть, да, у них противоположные абсолютно интересы, но и те, и другие поддерживали Трампа. Поэтому Трамп дает и тем, и другим. Он популист в хорошем смысле этого слова. То есть он исполняет свои вот обещания, как и должен политик делать в условиях демократии, да, они же об этом говорят, как власть народа. Вот пришел демократ, который, значит, делает то, что от него хотели его избиратели. Вот хотели там профсоюзы 25% мыта, он сделал 25% мыта на сталь там, алюминий. Вот. Что он, кстати говоря, делал и в предыдущий эту самую срок, да, для тех же самых профсоюзов. Вот и все. Вот. Есть у него группа поддержки большая, которая хочет, чтобы война, значит, прекратилась здесь. Он это делает сейчас, значит, решает этот вопрос. Вот. Есть у него там еврейское лобби, которое за него голосовало, он решает вопрос, пытается, значит, там решать вопрос с газой. Вот и все. Он действует так, как от него хотят. Вот. И еще есть совершенно дикое представление о том, что пока не пришел Трамп, все было хорошо. То есть вот все вот эти вопли, они исходят из, построены на одном фундаменте, что все же было зашибись. Но нет, не было зашибись. Вот это главная как бы ошибка, да? То есть то, что Трамп делает, он делает в ответ на то, что сейчас есть. В ответ на то, что сейчас есть. То есть жесткий кризис вообще Запада. Вот, то есть Запад на грани, так сказать, исчезновения, вот, под воздействием многолетнего, так сказать, влияния вот, внутренних врагов и внешних, да, в лице Китая прежде всего. То есть до этого это был Советский Союз, потом, значит, через некоторое время к этому подключилась уже Россия путинская, но довольно поздно на самом деле, потому что там некоторое время еще пытались они жить дружно. Вот. Но потом перестали, и, значит, вот, значит, Китай вместе с Россией сейчас, а раньше, значит, Советский Союз плюс Китай, вот они систематически были заняты тем, чтобы разлагать этот Запад, покупать этих профессоров, вот, покупать там разную там академию, втюхивать туда этот марксизм, там своего, понятно было, значит, еще хватало, вот, но плюс хорошая внешняя поддержка, значит, оттуда, вот они вырастили вот этого всего, которое сейчас этот Запад, значит, грозит убить, да. Вот. И приходит Трамп, который пытается этот процесс, значит, остановить. Понятно, что все это идет в державническом, так сказать, дискурсе. АНКАП к этому отношения никакого не имеет. Вот. Но к этому отношение имеет наша с вами жизнь. Вот. Поэтому мы сейчас об этом говорим. Вот. Об этом говорим. То есть мы говорим не как АНКАПы, а как там, допустим, там, какие-то либералы. Вот. В хорошем смысле там, этого слова. Вот. Поэтому, ну, вот так я себе вижу этот процесс, да, то есть просто надо, еще раз говорю, просто надо понимать вот эти вот все вот обстоятельства. Главное понимать, что идет сейчас процесс этого торга, поэтому будут вбросы, будут всякого рода, значит, там информация правдивая, неправдивая и так далее, да. То есть стороны проверяют там друг друга, вот, на слабо, вот, потому что предыдущий раунд Путин проиграл. Предыдущий раунд в первом слоке, вот о котором я сказал, то есть еще раз я хочу напомнить, что после переговоров Путина и Трампа, несмотря на все, что вся левая пресса верещала, что он там, значит, большой друг Путина, но сейчас же мы же помним, еще проходил скандал по поводу того, что там Трамп русский шпион и так далее. Вот. Результат этого был такой, что Путин сидел тихонько. Значит, Трамп ему что-то там сказал. Понимаете? Это ж надо уметь еще сказать. Надо уметь знать и так далее. При том, что внешне все выглядело вот так, как они, значит, там верещали, но они же идиоты, то есть им всегда важны символы, знаки, так сказать, что я за вас, вот я с вами, там, дорогие друзья, а ты кровавый диктатор, ты сволочь. Давай проведем переговоры теперь. Вот. То есть вот так оно должно выглядеть с их стороны. Вот. Ну, конечно, это полностью ошибочная, так сказать, точка зрения. Вот. Я просто еще раз, я не оправдываю, вот, я просто пытаюсь пояснить
пояснить, что происходит. Если кому-то не нравится Трамп, ну, ради бога, это дело такое. Но в данном случае он делает и много делал, как бы, дел, которые, в принципе, вполне достойные и хорошие. Одновременно делая какую-нибудь пургу. Ну, вот, что, в принципе, для политика нормально. Но у политика обычно 100% всякой хрени. Вот, а у Трампа где-то 50%. Это уже хорошо. Это уже большой как бы прогресс, значит, и отдушина. Да? То есть я бы вообще поставил, значит, маску здесь вместе с Трампом. Большой бронзовый конный памятник просто за то, что они разогнали USAID. Это очень важная вещь, которая имеет, ну, как бы, колоссальные последствия. На самом деле, если бы они еще Сороса как-то прибрали, вот, и вместе с грантами от Европейского Союза, это было бы вообще прекрасно. Вот тогда бы, может быть, украинцы начали бы жить своим умом, вот, наконец-то. Одно это дело, оно уже как бы гораздо полезнее, чем все, что делали там разные Байдены там, и прочие Шмайдены, значит, за все это время. Ну, надо, ну, объективности ради, надо сказать, что у USAID проскакивали и хорошие проекты. Ну, естественно, проскакивали. Удавалось как? получить деньги на нормальные проекты. Там Не, ну, строительство, они восстановление будут. школ, там, дорог. Я просто Не, был ну, в Славянске, в этих городах между войнами, они там отстраивали нормально. Пилили, конечно, больше, чем отстраивали, но что-то Ну, все-таки... это же тактика древняя. Вот мы же говорили про то, как государство выжило. Вот точно так же и здесь. Вот. Там 50, значит, там хороших проектов и 150 там, вредоносных, да. Но если вы ставите просто 150 вредоносных, вам денег никто не даст. Вот. Поэтому надо впихнуть туда что-то вменяемое, значит, так сказать, чтобы люди... А тут важно еще что? Создать группу поддержки. Создать группу, потому что когда кто-то придет и скажет, а ну нахер отсюда с пляжа, то вылезут люди, которые получали, значит, из правильных каких-то, значит, проектов деньги, и будут говорить, а смотрите, а вот они вот и это делают, а вот же государство строит дороги, да, а вот же государство там занимается обороной, это все та же самая тактика. Ну, государственное агентство действует государственными методами, тут ничего не поделаешь. Конечно. Тут все понятно. Так, кстати, по поводу книгу Трампа я уже выкачал, и даже на этой неделе обещаю, честно, прочитать, и даже сделаю, наверное, видео с цитатами, потому что, чтобы было более понятно, как это все работает. Так. Вопрос. Смягчит ли государственное давление на украинское общество ликвидация должности президента? Ну, раньше я бы сказал, что да, потому что дело в том, что сейчас я не знаю. Вот, потому что у нас есть куча государств с вестминстерской вот этой английской моделью, да, где всем заправляет премьер-министр, вот, и они такие же, значит, голимые, как и те, где президент. Вот. Ну, взять хотя бы Германию, которая превратилась уже полностью в фашистскую, так сказать, страну. Вот. В принципе, в чем проблема президента, особенно в случае Украины? Особенно в случае Украины, что первое, наличие такой фигуры, а еще и всенародно избираемой, оно порождает двухпартийную систему. Это такой закон, то есть мажоритарные выборы и вот избираемый президент особенно. То есть если у вас в стране есть мажоритарные выборы, у вас будет двухпартийная система. Потому что всегда, так сказать, последний, условно говоря, тур выборов, да, то есть есть два основных кандидата. Всегда. Вот. И вот как этот факт, да, что нужно проголосовать за какого-то в итоге одного из двух, вот, он порождает в итоге двухпартийную систему, точно так же, как и президентские выборы, когда тоже у вас, и сколько бы туров там не было, да, но в последнем туре у вас будет два кандидата. Вот. И это тоже порождает двухпартийную систему, а для большой страны двухпартийная система – это плохо. Должна быть все-таки относительно многопартийная. Если, ну, я рассуждаю в данном случае как классический либерал. Вот, потому что понятно, что с точки зрения НКП все это в лев, так сказать, бутафория. Но так или иначе, ну, есть какие-то, видимо, связи. То есть действительно многопартийность, по крайней мере, она не так подавляет свободу слова, например, ту же, как двухпартийность. Вот, потому что двухпартийность, она ставит всегда
за ваших и за наших. Ну, собственно говоря, то, что мы сейчас видим в Штатах, ну, вот. То есть он сказал, а он кто? Да, ага, значит, он там республиканец или он там демократ, ну, понятно с ним все тогда, значит, козел. Вот. То есть в случае нашей страны еще всегда опасность президентского поста и двухпартийной системы в том, что у нас есть и в смысле педалируется постоянно раскол вот этот вот на русскоязычных там типа неправильных и правильных украиноязычных. И он педалировался на всех выборах. И есть еще такой закон, когда власть всегда эволюционирует в поисках поддержки, да, она всегда вот опирается на самую крикливую группу. Хотя эта группа может быть малочисленной, но она, если она активно крикливая и так далее, то постепенно власть начинает в ходе, значит, своей деятельности вот опираться на нее. В нашем случае это, значит, так называемые украинские нацики. И если мы возьмем там эволюцию всех практически президентов, то они выигрывали, ну, за исключением, там, пожалуй, Ющенко, они выигрывали голоса русскоязычного большинства, да, которое, значит, тогда было, сейчас его уже нет. Вот. И потом эволюционировали в сторону поддержки, так сказать, нациков. Я не удивлюсь, что... Я думаю, что то же самое, кстати, случилось бы с Яноком, если бы его не скинули. Вот. Потому что это неизбежно, это закон, потому что большинство, оно инертно и пассивно, а власть нуждается в поддержке, как бы в тех, кто за них там рвет задницу, поэтому вот есть такая группа, и, значит, туда, ну, посмотрите на Зеленского, в конце концов, там та же самая история, да, то есть, вот, он выиграл там голосами, опять-таки, Восточной Украины, да, а теперь, значит, такой уже самый ярый, значит, этот самый патриот уже там больше не бывает. Вот. Это все плохо, да, потому что это поддерживает раскол, который искусственно создан, искусственно поддерживается, опять-таки, самой системой выборов и, получается, всей политической системой в целом. Да, то есть двухпартийная система, плюс президентские выборы, то есть постоянный вот этот дебильный раскол, то есть это рана, которая нахрен никому не нужна. То есть вы уберите эту проблему, и этой раны не будет, она затянется очень быстро, потому что здесь противостояния на самом деле на бытовом таком уровне нет. Это вам не Канада, вот, это вам не, даже не Бельгия, вот, и прочие страны, где эта проблема действительно существует, и она там, ну, как бы локализована. У нас оно размыто, потому что вот у меня в селе тут тоже ходят, по-русски разговаривают, это Западная Украина, куда еще, да, западней. Вот. Или там поедете в Ивано-Франковск, но раньше туда приезжаешь, там до войны там русский шансон больше, чем в Киеве играет. Вот. То есть это как бы... Ну, то есть этой проблемы нет, потому что люди на самом деле знают два языка, просто пользуются им в разной степени. Да, потому что франкоязычные там канадцы, они, значит, там английского не знают. А здесь, к примеру, знают все два языка и, ну, как бы вот их используют тогда, когда им надо. Вот и все. Вот и вся эта высосанная, так сказать, с пальца проблема. Ну, возможно, есть люди, которые там вот не знают русского, да, вот я, ну, могут быть, но это отдельные какие-то там персонажи, их надо в книгу там Гиннесса, значит, вписывать, а так в целом все знают два языка и умеют ими пользоваться, там, читать, писать, там, если надо и так далее. Вот. Так что этой проблемы нет, она должна быть ликвидирована, потому что она как бы поддерживает этот раскол искусственный, да, то есть и власть на нем живет. Власть на нем живет, она его, значит, сознательно педалирует, но одно дело, когда она его педалирует через свою политику, так сказать, какие-то решения, а другое дело, когда этот раскол прямо встроен в политическую машину. Как в нашем случае, в лице, значит, избираемого президента и в лице, значит, ну, у нас вообще не партийная система, у нас нет ни двух, у нас просто, так сказать, партийная формальная система, да, то есть есть, так сказать, какая-то часть там депутатов, которые типа избираются по партийным спискам, вот и все. То есть партий никаких тут нет. Это все как бы ситуативный проект. Вот. То есть в такой ситуации, конечно же, эта должность не нужна. То есть если, скажем так, уже здесь какую-то реформу делать, опять-таки говоря, как классические либералы, вот, то, конечно, должность президента лучше убрать. С другой стороны,
Если мы говорим уже как анкапы а-ля Милея, да, которые, значит, вот, то пришел и сказал, что я, значит, сейчас не анкап, а я типа минархист, да. Ну, представим, да, такая ситуация возможна. И вот такая ситуация, как ни странно, да, она требует нам президента. Так что надо просто, ну, решать, на что мы рассчитываем, о чем мы говорим. Да. Если мы говорим, что мы хотим это государство перестраивать, реформировать и в перспективе ликвидировать, то президент нам нужен. Потому что это единственный механизм, через который можно, так сказать, на это дело влиять. Потому что партию создавать и сидеть в парламенте в количестве 3 человек – это занятие бесполезно. Вот. Вам там никто не даст слова, так сказать, все будут на вас показывать пальцем, ну и так далее. То есть, ну, собственно говоря, мы это все проходили, и в этом нет никакого смысла. Президентская должность еще есть в ней какой-то смысл с этой точки зрения. Что вот президент может там чего-то такого при, значит, определенном раскладе. Во-первых, у него есть право вето. Он тупо может сидеть и ветировать все, что эти дебилы там принимают. Вот. А дальше с ними торговаться уже там по поводу, значит, того, что мы пропускаем, за какую цену, вот, что вы даете взамен, потому что я ветирую все подряд. Я даже не читаю, просто вето накладываю, потому что я знаю, что там 90% того, что вы принимаете, это все во вред идет. Вот. Поэтому я тупо все ветирую, и все. Вот что вы будете делать с этим. Вот. То есть уже тогда там будут какие-то коалиции, и уже тогда, значит, какие-то партии может возникнуть и так далее. Но это если президент один. Лучше, конечно, иметь, как у Зеленского, вот у него там была, кстати, вот идеальная в этом смысле там ситуация, значит, монобольшинство. Вообще странная идея, вот, потому что большинство это уже, ну, моно так или иначе, да, потому что эти люди проголосовали за, ну, если брать в чистом виде британскую систему, то вот они проголосовали за правительство. Это есть как бы, это и есть большинство. Какое еще моно? А бывает стерео большинство или что еще? Имеется в виду там коалиция, ну так какая разница, там коалиция или нет? Они все составляют большинство, они отдали свои голоса за правительство. Да? То есть это означает, в чем смысл вообще этого большинства? Это означает, что когда правительство вносит законопроект, он проходит через парламент. Вот в этом смысл на самом деле вот этого всего. Вот. И так оно должно быть. Но у нас, конечно, этого, ну, понятное дело, ничего этого нет. В мире сейчас нигде, но вот когда-то в Британии было примерно вот так. Да? И тем самым, значит, вот держался вот определенный баланс, потому что когда правительство вносит какую-то гадость, которую часть из большинства уже рассматривает как гадость, да, большинство может развалиться. А если большинства нет, то и правительство тю-тю. Вот такая вот системка сдержечек и противовесиков. Вот. Но надо сказать, что исторически она существовала, в общем-то, достаточно недолго, но она себе сделала репутацию, то есть, в общем-то, все ее начали копировать, но с какими-то своими там дурацкими нюансами. И нигде она в вот таком виде, как она планировалась, ну, вернее, как она существовала, да, потому что там она в Британии не планировалась, она там сложилась. Вот. Ее больше нет нигде. Вот, то есть, поэтому, ну, либо вот такое, да, либо президент. Но в нашем случае, если мы говорим о реформах, то о том, что какая-то перспектива может быть, какой-то там процент или доля процента существует реформ политическими методами, то это вот так, через президента, и еще лучше, через президента плюс поддержку парламента, тогда можно что угодно вообще принимать. Вот, а если у него меньшинство, или если он даже один, ну тогда он будет работать просто тормозом вот этой всей вредоносной деятельности и использовать свое эфирное время максимально для того, чтобы рассказывать, что деятельность вредоносная, давайте нахрен мы все это разгоним, потому что оно никому не надо. Ну, мы живем в мире карго-культа, у нас же карго-культ, у нас же и страна считается капиталистическая, и демократия парламентско-президентская, и еще там что-то. Слов много, а толку. Кстати, То есть нужно понимать, что это все иллюзия, это вообще ничего не существует. Ну да, я ж на самом деле участник конституционного процесса, вот, я что-то вспомнил об этом вдруг. Вот. И я хорошо помню, что на самом деле сначала, потому что я потратил много сил в свое время на то, чтобы пропихнуть именно президентскую модель, потому что я в нее тогда больше верил, не понимая вот некоторых факторов, безусловно, да, которые сейчас понимаю. Вот. Но, по крайней мере, она должна была быть внутренне логичной.
внутренне логично, да. То есть если это президентская республика, то тогда президент сам формирует правительство. Он, ну как вот Трамп, да, вот есть его люди, да, их там утверждает этот долбанный Сенат, вот, но тем не менее он сам, значит, решает, кто там будет, вот. А вот эта смешанная модель, она была вписана, вот которая у нас, да, то есть это худшее вообще, что можно придумать, но с точки зрения хоть какой-то там рациональности. Такая фигня есть только во Франции. Ну, там еще хуже. И была в Веймарской республике, кстати говоря, там что-то похожее. Но там тоже был рак мозга, то есть поэтому она, собственно, это тоже одна из причин, почему там Гитлер пришел к власти и так далее, и так далее, и так далее. Потому что даже на уровне Конституции там был кошмар. Вот. А смешанная вот эта вот модель, это худшее, что может быть. Ни то, ни сё. Да, то есть в итоге нет ответственности ни у президента, ни у парламента. Они как бы все ля-ля-ля, мы не виноваты, это он. Ну. И смешанная модель была туда вписана буквально в последний момент. Первоначальный проект, который там они, значит, долго мусолили, он все-таки предусматривал более-менее, значит, президентскую республику, в том смысле, что президент отвечал за исполнительную власть. А если вы почитаете в Конституции, то президент не является, главой исполнительной власти. У нас Кучма вычеркнул это дело, потому что он боялся, он не хотел. Вот. Не является президент главой исполнительной. А кто ты тогда такой вообще, если ты не являешься главой исполнительной власти? Да? Вот. Такой очень забавный на самом деле момент, но он многое объясняет. То есть вся деятельность бюрократии всегда это сбрасывание с себя ответственности, где только можно, и набирание полномочий тоже, где только можно, но так, чтобы за все это не отвечать. Так вот такая вот странно выглядящая, значит, вот власть, да, она, прямое детище, значит, вот этого процесса, когда, значит, там бюрократы сидели и решали, как им вот написать эту самую конституцию так, чтобы они имели все, но при этом ни за что не отвечали, да. Вот. Потому что если мы берем там, значит, там конституцию штатов, там президент, глава исполнительной власти, он формирует правительство, он там отвечает за то, за это, то есть вот понятно, вот его функция. Функция президента Украины, она абсолютно повешена в воздухе и как бы есть ничто. Ничто. Он всем командует, но он тут не начальник, типа даже по Конституции, вот, а просто командует, потому что он командир, потому что у него флаг в руках и потому что за него проголосовали, значит, на выборах. То есть, иначе говоря, если президент не является главой исполнительной власти, нет никакого причины голосования на выборах за него. Понимаете? То есть, если мы возвращаемся к основам вот этого самого, значит, разделения властей, то власти должны быть выбраны в этой системе, включая судей, кстати говоря. Вот. Мы знаем, что в Штатах судьи там частично все-таки выборные должности. Вот. Там частично смешанные и так далее, и так далее. Но да, то есть эта ветвь, конечно, провисает, но две ветви другие, по крайней мере, формально проходят процедуру выборов. А здесь, значит, президент Украины избирается, а, собственно говоря, а зачем, если он ничего не возглавляет? То есть это жуткая совершенно система, вот. Но, тем не менее, возвращаясь к нашим баранам, то есть вот я думаю, что для реформ президентская лучше, а если мы думаем, что государство будет вечно, то тогда нам лучше все-таки парламентская какая-то модель. Ну, вообще у нас с Конституцией беда, потому что полномочия между президентом и парламентом, они же менялись. Сначала была Конституция 96 года, в 2004 году ее поменяли, потом в 2009-2010 там ее опять поменяли под Януковича, в 2014 году опять ее поменяли, но только не опубликовали. И теперь у нас, например, Конституция неизвестно какая. То есть больше 10 лет у нас есть Конституция, которая не существует. Но вот с точки зрения чисто формальной, юридической, легистской, которую очень любят государственники. Так что есть проблемы с этим делом. Но, с другой стороны, власти-то не пофиг ли на Конституцию на самом деле. Конечно, абсолютно пофиг. Если у нас приняли закон о том, что одна фирма должна купить у другой фирмы 2 реактора за 600 миллионов.
евро. Все, вот приняли такой закон, как хотите, так и выполняйте. Или взяли там некий орган РНБО, который вводит санкции против там Порошенко, Коломойского, Боголюбова, Светы Крюковой и еще массы народу, непонятно по какому поводу. Как бы мы ни относились к этим людям, но ну и пофиг, что нигде в законе не прописано то, что можно вводить санкции. Вообще, что это за хрен с бугра, который может взять и ограничить человеку доступ к собственным деньгам, запретить ему пользоваться, покупать, продавать, там, распоряжаться своим имуществом. Да пофиг. Написали бумажку и все. И пофиг, что в бумажке на самом деле совсем не те люди с другими данными, именами и фамилиями. Ну, как-то оно вот так вот все и работает через жопу, как и должно. Скорее всего, раз оно так работает, значит оно так и должно работать. Да, да. То есть тут закон очень простой. Так, вопрос. Владимир, расскажите, пожалуйста, о взаимодействии государства и церкви. Это, ну, так вот довольно странный вопрос. Это тема там диссера, вот, причем докторского. Ну, вот, то есть можно написать. Причем, наверное, нескольких сразу. Вот, то есть там, ну, шеститомник, как минимум, как бы каждый том страниц так по 600. Вот, то есть, чтобы мало не показалось, вот примерно вот так я могу ответить на этот вопрос. Но вопрос где, да, то есть вопрос где, потому что эти отношения разные были. Вот, если мы возьмем восточно-христианскую как бы ветвь, то вот вам, пожалуйста, значит, условно говоря, православная церковь, значит, в ее, скажем так, российском, да, ну, российско-украинском, на самом деле, изводе, вот, где церковь усилиями потом уже Петра Первого была полностью подчинена государству. Была полностью подчинена государству. Говорят, что это византийская традиция, но специалисты по Византии говорят, что это не совсем так. Не совсем так, все-таки там Византию даже можно было где-то с какими-то натяжками считать теократией. Вот, то есть там наоборот, там церковь больше рулила, чем император. Но опять-таки, когда мы говорим о Византии, извините меня, о каком периоде идет речь, потому что это вот 1400, там уже не помню, 50 какой год, там окончательное падение Константинополя. Да, то есть и все это время это была, ну, как бы вот эта вот Восточная Римская империя. То есть это как минимум 1500 лет после там Рождества Христова, да, то есть когда там она там развалилась, там уже не помню, ну, давайте выкинем еще 500 лет отсюда, ну, где-то 1000 лет только, да, вот. То есть это, ну, длительный период, в течение которого, конечно же, эти отношения менялись, и по-разному можно их там называть. Вот. Но так или иначе, на Востоке мы имеем более, как бы, что ли так, авторитарное правление, вот, и роль церкви скорее служебную, чем реальную, но даже и в этом случае все равно церковь иногда шла против государства и часто выступала в роли такого морального, там, значит, какого-то вот силы какой-то, которая этому государству противостояла хотя бы на словах. А на Западе другая совершенно история. Вот, если мы говорим про Западную Европу, то там церковь как бы с самого начала была очень важной. Во-первых, это была транснациональная корпорация. Вот, поэтому у нее были интересы всегда отличающиеся. Если мы берем, ну, чисто узкие интересы, как любой бюрократии, расширяться, там, захватывать какие-то ресурсы, там, полномочия и так далее. А тут какие-то местные, значит, там всякие короли. И, естественно, всегда были противоречия у такой структуры транснациональной по своей природе с вот этими самыми королями. Вот, как минимум, да, то есть я беру самое простое, то есть противостояние папы и, значит, светской власти, это, блин, тема номер один в средние века, вокруг которой все, в общем-то, и крутилось всегда. Вот, то есть попытки там разных королей свергать, там, ставить своих пап, а потом наоборот эти папы там свергали королей, то есть плюс, конечно же, папа, значит, и, значит, против императора Священной Римской империи, конечно же, это на знаменах, значит, там можно, так сказать, это все писать, потому что это тоже история, вот, о которой, ну, известно много, о которой писалось много, это сюжет для многих, так сказать, книг, фильмов, там, включая, допустим, там, того же Ведьмака,
вот, который где-то на этом материале там частично построен, да, то есть там что-то похожее на Священную Римскую империю. Вот, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть и церковь в целом играла здесь, скажем так, позитивную роль, сама того не зная, вот, как фактор, который сдерживал рост государства довольно долго, включая, значит, известную буллу папы, уже не помню, как его там, какого, который тупо запрещал, значит, светским правителям повышать налоги. Эта була продлевалась следующими папами. Это был инструмент, конечно же, в борьбе с местной аристократической властью, вот, для того, чтобы получить поддержку, значит, там, простолюдинов и мелкого какого-то, а может быть и не мелкого дворянства в борьбе, значит, вот этой борьбе между этими двумя силами. Но, тем не менее, они же выигрывали от этой булы, да, то есть люди обычно выигрывали, безусловно так. Безусловно так, потому что даже если эти короли все равно повышали эти налоги, вот, им всегда можно было в рожу это тыкать и говорить: ах ты негодяй, вот же папа сам лично вот это принял, вот, и так далее, а ты здесь лезешь, какой-то светский жалкий правитель, вот, нам будешь мешать. Но церковь в итоге проиграла, но Запад за это время, как место, где все-таки существует определенная толерантность, вот, где существуют разные конкурирующие структуры, вот, он уже как бы за это время утвердился, да. То есть его начал, на самом деле, власть церкви начал сносить еще, так сказать, в эпоху вот этих вот королей, которые подчинили себе все уже, да, то есть вот, ну а потом, так сказать, финальный гвоздик в гроб уже забила, значит, эпоха просвещения, которая жутко не любила, значит, средние века, сделала из них там жупел, вот, которому мы верим до сих пор, там вот средневековье это как ругательство, да, то есть вот вы что хотите, чтобы средневековье здесь настало там и так далее, то есть, ну, никакого ужаса в это время, ну, так как они его рисуют, не было. Но, конечно, не было никакого процветания, с другой стороны, это понятно. Вот. Просто все постепенно, значит, вот как бы развивалось, и средние века не такие страшные, каких, значит, рисует, ну, вот эпоха просвещения, деятели просвещения, а делали они это для того, чтобы сказать, что вот когда церковь всем, ну, тут владела, да, вот, то вот был, посмотрите, какой ужас, там инквизиция и прочее, прочее. Вот. То есть, условно говоря, в XIX веке церковь пришла уже в свой упадок, который потом продолжался и который, значит, так сказать, продолжается до сих пор. Да, это я говорю в данном случае про католическую церковь, как единственный как бы инструмент, единственный вид, скажем так, церкви, который существовал долгое время. Но вот еще сюда можно добавить протестантов, многочисленных, и вызванные ими, значит, религиозные войны в Европе, и с другой несколько концепций, потому что на самом деле у протестантов разные представления и о роли государства, и о, так сказать, о свободе, так сказать, вот, потому что там много разных ответвлений. Вот, поэтому в целом говорить о протестантах я бы не стал, потому что туда включают, допустим, англиканцев, которые ничем не отличаются от католиков, кроме того, что у них как бы служба вроде на английском, да, и что главой церкви является английский король вместо папы. Это Генрих там, значит, такое придумал, вот, для того, чтобы прибрать к рукам земли монастырей и их богатство. Вот. Его тоже записывают протестанты, хотя там в смысле доктрин там все то же самое практически, что у католиков. Вот. А с другой стороны, возьмем, значит, какие-то секты, которые уже очень, очень сильно отличаются, допустим, от католических. Но есть одна общая черта важная, это то, что, как правило, в протестантских церквях не признают церковной иерархии, да, то есть это вот возвращение, условно говоря, к корням, то есть возвращение к общине. Вот. Община сама себе, значит, избирает там священника, и вот так вот они живут, то есть их задача, собственно говоря, вот
там разговоры о Боге, там, значит, чтение Библии, там, молитва, вот, и так далее, и так далее, и так далее. То есть в церковную иерархию они эту не строят, никакого папы над собой они не садят. Вот, икон у них тоже нет. Ну и вот, ну, собственно говоря, вы все это видели, я думаю, там пойдите куда-то в молельный дом, там, к баптистам, вы все это увидите, так сказать, в полный рост. Вот. С моей точки зрения, в этом смысле они, конечно, значительно ближе к народу и делают, ну, много полезного, но тем не менее, и им с легкой руки Макса Вебера приписывается, значит, вот эта протестантская этика, которая якобы породила, значит, капитализм, но есть другая точка зрения, что нет и нифига. Вот, а на самом деле мы увидимся то же самое. Значит, ну, она просто основана на том, что передовые как бы страны, вот экономически, они были протестантскими, да, что вот там промышленная революция началась в Англии, вот, типа в протестантской стране, вот, ну и так далее, так далее, так далее. Они более передовые, более, значит, там, трудолюбивые, а посмотрите на этих католиков, это ленивые, там, значит, там, итальянцы и еще более там ленивые там испанцы. Вот. Так у них, значит, все жалкое, значит, убогое, потому что они католики. Ну, примерно вот такой вот подход. Вот. Но там другие люди говорят, что нет. Да? Ну, возьмем, допустим, там нашу школу, да, значит, ее истоки это испанский холаст. Вот. То есть это философы, которые там работали в Испании, да, и были там, мало того, все они были католики, вот, и мало того, они все входили в орден иезуитов. То есть, где здесь протестантская этика, где здесь, значит, там дух капитализма. Ну, а опять-таки можно взять Северную Италию как пример там раннего капитализма, к примеру, где опять-таки никаких протестантов не было. Вот. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть это споры вокруг этого, значит, идут. Вот. А в отношении там, государства у протестантов разное, опять-таки, мнение, то есть от его отрицания до признания как бы того, что это, ну, опять-таки, Кесарева, и что все это должно быть, там, и власть, там, и так далее, и тому подобное. Поэтому вот так. Но в целом я считаю, что такой институт, с ним ничего делать не надо, запрещать его не надо, бороться с ним не надо. Даже я его нахожу, ну, полезным, поскольку это единственный сейчас институт, который говорит о важных вещах для любого человека, то есть это, ну, там помимо чисто социальных причин, то есть, которые состоят в том, что церковь это своего рода клуб, да, куда ходят решать свои вопросы, потому что туда все пришли, и вот все село, оно там собралось в этой церкви, и тут же все друг с другом все свои, значит, там проблемы какие-то порешали, там о чем-то договорились, там и так далее, вот. Но все-таки есть и очень важный момент этого сакрального, вот, который в жизни любого человека присутствует, то есть так или иначе. И церковь хорошая, скажем так, да, то есть в лице хороших священников, ну, плохие, понятно, нет, вот, она с этими моментами работает, и это хорошо, это хорошо. То есть это своего рода такая психотерапия, только на другой несколько основе, так сказать, построена. Вот. Поэтому в этом смысле она играет положительную роль. Кроме того, забыл сказать, что церкви, а именно католической, мы обязаны таким явлением, как наука. Вот, потому что все они создали массу, так сказать, там научных вот всяких, вернее, ученых, скажем так, вот, контор, да, там при больших монастырях там были школы, потом они строили университеты, вот, там же работали вот эти все самые теологи-схоласты. Сам монотеизм сам по себе, он порождает вот это вот явление науки, потому что идея такая, что, и мы, кстати, увидим ее в трудах всех ученых до конца XIX века, поскольку они были людьми верующими. Их задача состояла в том, чтобы открыть законы, которые Господь заложил в основу, так сказать, нашего бытия, да, вот, в основу там Вселенной и так далее. Они все обязательно об этом писали, потому что, ну, это их цель. Вот. И только в рамках монотеизма это может быть такой подход, потому что предполагается один Господь,
который, значит, это все создал, и мы, значит, своим слабым умишкам теперь должны это все познать для того, чтобы, ну, лучше понимать, как оно там устроено, чтобы нам всем было проще и так далее. Вот. В рамках политеизма такого подхода быть не может, поэтому науки, собственно говоря, и нет, да, то есть нет как вот такого систематического изучения построения теории, она скорее имеет такой спонтанный, спорадический характер, вот, и ограничивается, ну, сугубо философией, как это было в Древней Греции. Вот. Практические вещи, безусловно, тоже присутствуют, да, и там, но они, опять-таки, имеют такой спорадический характер, не системный. А монотеизм, он порождает в этом деле системность, да, потому что есть идея Бога, Создателя, и, соответственно, законов, которые он заложил в эти создания, они одинаковы для всех, и кто бы этим не был занят, там, Архимед или Пифагор, вот, они должны, так сказать, эти законы понять, да, эти законы понять. Если этого базового представления нет, то наша деятельность по изучению вот, окружающего мира, она выглядит довольно как хаос. Вот, мы где-то здесь что-то поняли, где-то там, вот, но вместе это мы связать не можем. Вот. Но это такое уже отступление. Но, тем не менее, это тоже очень важная функция была церкви. Вот. Я уже не помню, когда там появились первые светские, значит, вот такие крупные учебные эти самые там конторы, но ранние все вот эти вещи были созданы именно в рамках церкви и ее усилиями. То есть, когда там церковь там продвигала мракобесие, то есть это все тоже не совсем верно. Это не совсем верно. Это все пропаганда, значит, вот этих вот эпохи просвещения, которые боролись против этой церкви, вот, и всячески, конечно же, чернили то, что происходило до пришествия вот этих вот людей, которые несли свет, знания, значит, темным вот этим вот всяким людишкам. Ну, тут еще надо помнить, что все-таки во всем лежат личные интересы. Если говорить о Российской Православной Церкви, то Феофан Прокопович, организовывая синод и подчиняя церковь государству, он преследовал в первую очередь свои личные цели, для того, чтобы он был чужаком для русских попов, поэтому ему нужно было их подчинить всех себе, и он использовал свое влияние на Петра I для того, чтобы создать синод подчинить Петру I и, пользуясь его крышей, попытаться там что-то решать. Но закончилось для него это все плохо, как традиционно в этих всех историях, и для всех нас тоже плохо, потому что церковь оказалась полностью под влиянием русского государства. Но это уже другая история, это можно долго об этом разговаривать и придумывать причины, почему так произошло. Кстати, по поводу книг. Вчора дочитав лібертаріанську перспективу, це скарб. Досі під враженням. Володимире, дякую. Так що автор, пиши ще. Так, питання. Влада хоче оподаткувати міжнародні посилки до 150 євро. Тут вже організувалась петиція про скасування прийняття цього закону. Взагалі такі петиції – це дієвий спосіб тиску на владу, чи це розводка? Ну, давайте я отвечу, потому что как человек, который стоял у истоков всей электронной демократии в Украине, петиция – это просто маркетинговый инструмент, с помощью которого вы можете поднять интерес к своей теме. Вот не более того, и не надо ее рассматривать как-то как какую-то палочку-выручалочку. Ну и плюс интерес того, кого петиции вы обращаетесь. Вот Порошенко, по свидетельству людей, которые работали как раз в администрации президента, когда ввели эти электронные петиции к президенту, он каждое утро просыпался и начинал с того, что читал петиции. Был такой период, правда, длился он недолго, потому что он разочаровался потом в людях, решил, что все дебилы, и вообще это к нему не имеет никакого отношения. Но эта петиция может сработать, если идея совпадает с идеей человека, который есть во власти, который в ней заинтересован. Если оно совпадает, как-то отвечает его интересам, то она пойдет, плюс он на этом попиарится. Так что, в принципе, как инструмент может быть. Но ждать, что вы написали петицию, собрали подписи и сразу что-то поменялось, такого, конечно, не будет. Поэтому вот такой короткий ответ. Если интересно, можем про электронную демократию поговорить отдельно, длинно и нудно. Интересно мнение Владимира. Как-то он говорил, что не считает, что нужны
что нужны как можно худшие условия для жизни, чтобы внедрить либертарианство. А если стать штатом США, как продвигает диаспора ОА, может так будет проще и быстрее? Но я такого не мог говорить, потому что я не большевик. Я, может быть, просто, как бы вот описывал, что да, что может быть такая, это, наверное, был какой-то риторический прием. Надо следить за своей речью, конечно, потому что она может самыми разными образами трактоваться. Вот. Я говорил, может быть, знаете, о чем, да, действительно, что если чем хуже, типа, тем лучше, в том смысле, что вот люди хотят это дело как-то уже там избавиться от этой системы. Вот. Но я лично не сторонник такого пути, то есть я не буду делать что-то, что будет приносить вред. Вот. Я наоборот сторонник того, и когда мне говорят, вот там какой-то Милей там что-то там делает, но от этого что там типа государство не меняется. Да, не меняется, но людям становится жить лучше. Для меня это, собственно говоря, почему мы все заняты анкапом. Да, то есть для того, чтобы брать это самое уряд этот, нет, нет, это не есть цель. Для того, чтобы лучше жить. Вот это цель. Вот. Мы, они, то есть вот это есть цель. Нам просто для того, чтобы мы эту цель могли достичь, мешает конкретная система. Поэтому мы хотим от нее, так сказать, вот избавиться. Но сама по себе ликвидация этой системы – это средство, а не цель. Да? И если мы говорим, что мы должны жить хуже, и тогда эта система отомрет, а мы тогда просто меняем цель. То есть тогда выходит, что нам главное, чтобы не было этого государства. Нет, это не главное. Это не главное. Главное, чтобы было лучше жить. Поэтому, когда Милей там что-то делает и жить становится аргентинцам лучше, ну и слава богу, молодец. Вот и все. Вот. А возвращаясь к вопросу, какой был вопрос? Вопрос был, не проще ли стать 51-м штатом США? Я думаю, что это нереальная тема, потому что сейчас, наверное, все, я знаю, что они эту тему продвигают, но особенно в связи там с наездами на Канаду и, значит, и рассказами про Гренландию, значит, все, ждут, что может быть что-то такое реализовано. Но я думаю, что нет. Я думаю, что нет, потому что чисто стратегически здесь рядом Россия, а никто с Россией воевать не хочет. Поэтому и плюс, объявлена опять же доктрина Монро номер 2, то есть наши интересы в Тихоокеанском регионе, значит, Южная Америка, там Центральная Америка, вот это типа все наше, вот, плюс там Тихий океан, то есть там наши союзники замечательные в виде там Японии, вот, и так далее. А вот это в Европе разбирайтесь тут сами. Вот Венс буквально вчера это все четко, очень ясно изложил. Вот. Там был, правда, еще один момент. Да, вот так вот просто, опять-таки, вот об этом моменте я хочу сказать. На самом деле, Зеленский мог бы легко подружиться с Трампом, если бы он начал сейчас делать то, что делает, допустим, Маск. Вот. Там разгонять нахрен там бюрократов, вот это вот все, значит, делать, то есть показывать реально следование правой повестки. Потому что то, что сказал вчера Венс, это было совершенно ясно. Собственно говоря, ребята, а чего мы должны за вас платить, если вы коммуняки? Да, то есть он же начал с того, что было время, когда мы все, значит, единым фронтом выступали против Советского Союза, вот, который тогда, значит, там занимался цензурой, да, который тогда там уничтожал права человека и так далее, и так далее. А теперь это все делаете вы. Да? То есть почему мы должны, собственно говоря, с вами теперь дружить? Вот. И если вам нужна оборона, давайте тогда как-то вместе это дело решать. Вот. То есть если бы Зеленский сейчас начал шуршать в этом направлении, там дебилы, там просто у них вообще, у них мысли даже такой нет. Во-первых, у них нет мысли, что государство нужно сокращать, и нет мысли, что можно сокращать. И нет мысли, что это вообще решение какое бы то ни было. То есть, вот. Но если бы такие люди, как бы более-менее, хотя бы тактически мыслящие там были, да, то сейчас бы надо было бы бежать впереди паровоза, вот, изображая из себя, значит, там сторонника малого правительства и так далее, и так далее, и так далее.
тогда были бы шансы, да, на то, чтобы сказать, пацаны, мы такие же, как вы, смотрите, у нас такие же ценности, этот Евросоюз дурной, он там прогнил и так далее, там одни коммуняки, а мы нет. Мы нет, мы хорошие, давайте будем мы с вами дружить. Вот, потому что вы тоже хорошие. Вот давайте хорошие будут дружить, значит, одни с хорошими. Но этого идеологического момента, который был главным, вообще говоря, в этой речи Венса, вот, его в упор здесь не видят. А пока его нет, ну, соответственно, никаких как бы разговоров о том, а нахрен вы тогда нужны? Вот какой смысл вас присоединять? Да, мы еще можем понять, если вы братья по разуму. Ну, условно говоря, то, что сказал Венс. Вот, да, и за этим, понятно, будут ну, идти там какие-то там интересы. Вот, потому что братьям по разуму легче просто друг с другом договориться. Вот. А если вы чужие, то есть если вы дебилы, если вы там такие же, как эти вот, значит, Евросоюзы, вот, то, ну, собственно говоря, о чем тогда с вами говорить? И нахрен вы нам нужны? То есть мы единственное можем сделать из вас колонию, да, то есть там построить здесь, значит, эти заводы по добыче лития, вот, в обмен на какую-то протекцию. Но, конечно, это отношения, это, кстати, уже колониальные, а не отношения какие-то партнерские. Партнерские могут быть даже, ну, в формальном виде, да, то есть когда у людей какие-то общие взгляды. Вот. А сейчас вот то, что будет, это будет, ну, если оно будет, вот, то это будут какие-то такие отношения к протекторату. Да, там в протекторате могут быть любые, там коммуняки, кто угодно, ну, просто так получилось, что нам это надо почему-то, вот, и мы этим здесь, ну, как бы занимаемся, вот, а не какие-то, а тем более штат, там, тем более, у которого там избиратели, опять-таки, ну, то есть получить сейчас там Украину, это получить там еще одну Калифорнию, вот кому это надо. Ну, наши пошли по пути сближения с другой стороны. У нас же теперь 24 февраля будет молитвенный день Верховной Ради. То есть решили, что можно молитвой показать, что мы тоже... Не знаю, что хотят показать, ну, короче, будет молитвенный день. Так что, ну, карго-культы как карго-культ, чего уж там с другой стороны. Да. Культим, культей карго-культов. Ладно, развлекаться так развлекаться. Здравствуйте. Вопрос такой. Если принцип самопринадлежности встречается против принципа свободного рынка, то какой принцип важнее? Я опираюсь на ситуацию с кильдозером, когда выкупили всю землю вокруг. Ну, это было как бы, это дело суда, понимаете? То есть принципы – это вещь такая, которая говорит нам, на что мы будем опираться тогда, когда мы будем обсуждать какой-то конкретный кейс. Вот. В данном случае, как бы, забыл, как фамилия этого человека, который построил эту страшную машину, вот, имела место несправедливость. Вот, и он им мстил, да, то есть мы с вами считаем, что так оно и было. Вот, и я думаю, что нормальный суд, как бы, на самом деле стал бы на его сторону, то есть и сказал бы, что да, они, ну, как бы права собственности, но в данном случае они получены нечестным, несправедливым путем. Вот, я думаю, так было бы. Вот, если бы они были получены честным путем, если бы даже, так сказать, взяли бы там к сведению, ну, условно говоря, его там оскорбленные чувства там, и так далее, но все равно тогда бы уже больше опирались на то, что права собственности получены честным путем, поэтому он не прав. Вот. То есть все зависит от того, как были получены вот эти вот исходные права собственности, которые он на своем переделанном бульдозере бронированном нарушил. Вот и все. Вот этого не понимают критики либертарианства, которые вот обвиняют его там в догматизме там, и так далее. Ну, вот, особенно там Дэвид Фридман вечно выдумывает какие-то совершенно фантастические ситуации, в которых, значит, по его мнению, там, либертарианец должен повести себя вот так, потому что он опирается на принципы. То есть он просто не понимает, что такое принципы, откуда они берутся и зачем они нужны. Вот, и мы уже об этом говорили. То есть принципы, ну или вот, например, самые там такие, знаете, там классика вот жанра, это вот, значит, вот вы тут со своими там европейскими ценностями, с либеральными, значит, принципами, а вот вы оказались в море, на лодке, и, значит, вот это вот они любят все.
Вот, и тут пришла пора кого-то съесть, значит, и так далее. Вот. Но это все не имеет отношения к принципу, потому что тут надо еще, ну, как бы с другой стороны заходить, а именно почитать Хайека, потому что есть как бы вот эта ротбардианская ветвь, да, но она будет, ну, где как раз любят вот эти принципы и все остальное, но она будет неполной, будет не понята, если не читать Хайека с его эволюционным подходом. Вот, и тогда станет ясно, что принципы – это то, что лежит в основе, там, к примеру, там, решения споров в большинстве случаев, подчеркиваю, поскольку это эволюция. Да? Но у всего есть границы, включая принципы. То есть это не означает, что принципы не верны, это означает, что к этим случаям они не подходят. Вот и все. То есть эти принципы существуют, потому что они выжили, да, то есть они самые эффективные, но есть случаи, которые просто выпадают, как там в случае лодки там, и так далее, они выпадают из этого общего набора случаев по той простой причине, что далеко не каждый день двое оказываются в лодке посредине океана. То есть таких случаев там единицы, да, в отличие от миллионов и сотен миллионов случаев других, где эти принципы там применяются, работают. И откуда они, собственно говоря, берутся. Они, то есть тут, ну, их же не Ротбард выдумал, да? Вот. Они берутся просто из... это принципы, которые позволили нам выжить, да? То есть это та практика, которая сложилась, а мы ее теперь с вами описываем. Мы вот изучаем внимательно отношения людей, смотрим, что лежит в основе этих отношений и почему эти люди не режут друг друга каждый день, как это они должны делать, там, согласно, значит, товарищу Гоббсу. Вот. Но почему-то они этого не делают. Вот мы пытаемся это выяснить и находим, что на самом деле вот в основе лежит такой вот принцип, и мы понимаем, почему он так возникает, вот, потому что проходит, значит, там все эти вещи, отбор своего рода, вот те сообщества, где эти принципы, так сказать, ставятся под сомнение, не соблюдаются и так далее, они просто либо исчезают, либо сильно отстают в развитии, вот, и так далее, и так далее, и так далее. А где права собственности лучше, там, значит, там, естественно, рост, там благосостояние, вот, и все такое прочее. Так, во-первых, Марвин Химейр звали человека, который на Да. бульдозере всех пилил. Так, следующий вопрос. А что вы знаете про структуру государственного устройства Карфагена, если она там вообще была? Это вообще был Анкап? Не, Анкапа там не было, там тоже была республика своего рода, то есть это, были исследования, мало на самом деле, что известно по этому поводу, вот. Там еще более загадочные как бы персонажи были, такие как финикийцы. Вот у них что-то было больше похоже на Анкап. Вот. Так что это все республики, так или иначе, в тех или иных вариантах. Вот. Более централизованные, менее централизованные и так далее. В случае там, Карфагена, да, он был достаточно децентрализован. Вот. Ну и как мы видим, в принципе, в военном отношении достаточно эффективен. Вот, потому что понадобилось аж целых 3, по-моему, там, пунических войны для того, чтобы его свести, так сказать, сосвету. Вот. Так, ну, мы сегодня не обойдемся в очередной раз. У нас есть 2 темы, в которых мы все время говорим. Это Трамп и Милей. Ну вот как-то так. И снова про Милея. А Милей вообще мог сразу полностью развалить государство или, по-вашему, все же лучше переходный период? Типа сначала монархизм, а потом полный Анкап. Он не мог этого сделать, потому что у него нет такой власти. Вот ему бы не дали. Милей победил в результате компромиссов, и эти компромиссы он отрабатывает. Потому что без них он останется ни с чем. Вот. И мало того, у него нет большинства в законодательном органе, вот, поэтому его позиция довольно слабая. Но даже находясь в этой позиции, он что-то умудряется делать. Я думаю, подумывает о том, как ему, так сказать, свою власть укрепить.
вот, там получить, может быть, какое-то большинство там и так далее. Но это тоже опасный путь на самом деле, потому что ты начинаешь там заниматься не реформами, а борьбой за власть. То есть это, ну, с другим человеком это происходит буквально на следующий день, когда он попадает в офис, полный благих намерений, а потом оказывается, что главная его работа, когда он так через неделю, через месяц подумает, а чем он занимался. А занимался он борьбой за власть. И вот все они, собственно говоря, этим заняты там 24 часа в сутки, так сказать, 7 дней в неделю. Вот. Так, потому что так устроена эта машина. Так устроена. Преимущество Милея в том, что он об этом знал, потому что он все-таки почитал книги, вот, он много об этом сам рассказывал, да, то есть, поэтому он в курсе был немножко, куда он попал. Вот. И это дало ему, конечно же, ну, большую силу, то есть он смог какие-то вещи там сделать. Вот. И я надеюсь, что сможет еще. Но вот так вот прийти и развалить это можно, когда у вас есть полное согласие со стороны всех, либо неспособность вам противостоять. Ну, вот я скажу просто пример, это распад Советского Союза. Распад Советского Союза. Когда происходила борьба двух, ну там больше, понятно, но основные процессы проходили в рамках борьбы двух клик внутри Компартии. Ну, даже не Компартии, а в целом, скажем, партийно-хозяйственного актива. Условно говоря, клика, значит, партийная против клики хозяйственной. Потому что хозяйственные, они давно уже возникали по поводу того, что то, что вы нам здесь, вот этот вот весь коммунизм, он не работает. А мы хотим, значит, ну вот, и дальше шел набор хотелок от, условно говоря, там мягкого там социализма а-ля там Югославия до, условно говоря, капитализма полного в полный рост, частной собственности на средства производства. То есть мы хотим вот этого. А вот это вот то, что вы нам тут рисуете постоянно, да, и вот это рассказываете про светлые марксистско-ленинские идеалы, мы не хотим. Вот когда эта клика окрепла и укрепилась, они поставили под большое сомнение власть вот этих вот партийных, которые, собственно говоря, и в 91 году она исчезла. То есть говорят, они там остались там и так далее. Они, может быть, там часть из них физически осталась, но у них совершенно другая функция. Исчезла также замечательная прослойка людей, которые находились так сказать, непосредственно у распределения благ. Да, то есть это продавцы, это там различного рода там таксисты, вот официанты, директора магазинов, вот, которые в Советском Союзе обладали большой властью. Почему? Потому что они непосредственно находились у последней точки, значит, где блага попадали или не попадали в руки вот обычных трудящихся. Вот эта каста достаточно было одного, а это была каста могучая. Достаточно было одного решения об отпуске цен, да, и вот она в один день, эта каста исчезла. То есть физически эти люди остались, многие из них остались на своих должностях, но власть они свою потеряли. Власть они свою потеряли, как ее потеряли партийные, то есть власть перешла к хозяйственникам, так сказать, к ним переметнулась, понятное дело, часть партийных. Вот. Но я очень сильно там упрощаю. В России очень сильно в это дело еще надо вписать КГБ. Вот. А у нас его влияние было меньше. Вот. Но, тем не менее, вот так или иначе был такой конфликт. Так вот, если у вас есть решение на столе уровня такого, что вы одним указом можете ликвидировать целую касту, как это было в СССР, когда просто отпустили цены, и каста, условно говоря, продавцов и этих самых, она исчезла, вот просто от того, что вы нажали на эту кнопочку. Тогда вы можете отменять государство одним решением. Да? Но я такого решения не вижу. Может быть, оно есть. Может быть, есть эта кнопочка, но при этом еще должны быть условия, о которых мы сказали. То есть полный распад элиты, вот, внутренняя борьба там внутри элиты. И эта элита, которая, ну, часть из нее, по крайней мере, она согласна будет с вашим решением. Согласна будет с вашим решением, как в случае, допустим, отпуска цен и касты вот этих самых крупных там промышленников, скажем так, вот, директоров, там, министров, которые там были завязаны на именно
промышленность, производство и так далее, и так далее, и так далее, которые считали, что им это не вредно, по крайней мере. Некоторым выгодно, но многие считали, что это как минимум не вредно. Ну и, пожалуйста, отпускай ты свои цены, тогда уже черт с тобой. Вот. То есть вот это условие, вот это условие. Но я просто еще раз говорю, что я в случае как бы вот такой тотальной отмены правительства, я этой кнопки не вижу. Может быть, она есть. Я был бы рад, чтобы она была, тогда есть смысл, так сказать, бороться, и сразу пришел, кнопочку нажал, чик, и все. Да, 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 есть чем кнопка. Ну, с одной стороны, вроде бы да, но а с другой стороны нет. То есть, ну вот Маклоски, например, утверждает, что нет. Ну вот она там много на эту тему как раз пишет, именно вот на эту, да, то есть она там рассматривает подробно все возражения против капитализма, и вот одно из них действительно вот это, уходящее корнями на самом деле, это чисто романтическая вещь, это романтизм, который появился как реакция на капитализм, и вот он состоял в идеализации, наоборот, средневековья, то есть мы говорили о том, что просвещение его, так сказать, там чернило всячески, да, а вот эпоха там романтизма, которая после уже этого просвещения пришла, она наоборот, это средневековье как бы воспевала, делала из него идеал, в том числе и по вот этой причине, о которой вы сказали. Что вот они там все друг за друга, все друг друга знали, водили хороводы, там пели песни. Вот, приезжал рыцарь Айвенго потом, значит, и все они вместе дружили там, вот, и всем было хорошо. Вот. Ну вот Макловский говорит, что это не так, и что, ну даже вот если подумать, давайте подумаем, возьмем, так сказать, ту эпоху, то есть просто одно от другого нельзя отделить, да, смотрите. Ну вот у нас есть, мы говорим, что вот раньше было так, но мы забываем, что раньше люди работали гораздо больше. Ну, возьмем того же крестьянина, который там, ну я это знаю по своему огороду, то есть если вы всерьез хотите заниматься даже маленьким участком, вот, где у вас там огород 6 соток, например, да, вы в сезон вы должны посвящать ему весь свой рабочий день. Какое тут уже общение, какая там, какие там, значит, вот эти вот все вот отношения, я лично не знаю, да. Да, в селе это все гораздо, ну, более заметнее, это все есть, безусловно, но это просто связано с географией, а не с там, разделением труда. Ну, потому что здесь люди живут в своих домах, и вот они, значит, здесь этот, здесь тот, вот они все пришли там в магазин, и их тут немного, да, то есть их тут немного, не так, как в городе, где там муравейник там и так далее. Ну, вот. Именно по этой причине, так сказать, в селах еще вот эти горизонтальные отношения, они более явственны. Вот. Но опять-таки, если мы возвращаемся к доставке, так сказать, и особенно к таким сервисам, как Кабанчик и прочие, где у нас как бы есть работники, и у них есть отзывы и рейтинги, то, ну, если вам нужен работник, да, то вы уже вызвали его первый раз, у вас с ним никаких как бы отношений нет, но если он все сделал хорошо, вам понравилось, вы уже без всякого, значит, там кабанчика ему звоните, с ним договариваетесь, вот, и другим, кстати, рекомендуете, да, то есть здесь вот все это работает точно так же, как оно работало и раньше, вот. За тем просто отличием, что теперь вы можете, что вам не нужно искать такого человека где-то вот в вашей среде, вот непосредственно, как это было, значит, в СССР, где очень трудно было найти какого-то такого работника, именно потому что не было кабанчика. Вот. А теперь к вам могут приехать там чуть ли не из другого города, вот, но все равно вы с ним останетесь, ну, если он нормальный специалист, да, вот, у вас будет его контакт, и вы будете советовать его, так сказать, другим уже каким-то, значит, потенциальным клиентам, вот, и у вас с ним вполне будут как бы нормальные отношения, он там
будет к вам приезжать там регулярно, чинить там какую-то, значит, там сантехнику или проводку или еще что-нибудь, там что-то у вас ломается постоянно. Так что я лично так не думаю. Я лично так не думаю. Наоборот, ну, вот даже вот дети сидят в телефоне там и так далее. Ну вот, да, это правда, безусловно. Но ребенок у меня сидит в телефонах, значит, сидит в этих планшетах. Но он играет в игры, но не в простые, в онлайн игры он играет. То есть он играет с людьми другими, с такими же детьми. У них там общение постоянное друг с другом происходит. Вот, они там, если это люди близко расположенные, там встречаются там это самое физически, вот они друг друга знают, там общаются потом отдельно по телефону, вот, то есть чем отличается общение по телефону от такого онлайн, ну, может быть, чем-то отличается, вот, от прямого я имею в виду, да, но это тоже общение, оно вполне нормальное, здоровое, я не вижу в нем как бы ничего плохого. Ну, это то же самое, что сидеть в песочнице, но сидеть в песочнице можно вот таким образом и онлайн. Возможно, оно не такое, да, действительно, там не хватает там многих элементов, там человеческого общения, согласен, да, это все есть, но какой-то такой именно катастрофы я в этом не вижу. А еще раз говорю, что Макловский утверждает, что наоборот, люди сейчас больше общаются, и люди сейчас больше связаны, чем это было раньше, когда они там либо 12 часов на заводе, значит, целый день, либо, значит, там вообще 16 часов на огороде. Ну вот, тоже целый день, и там уже пришел только там чарку выпил, значит, и на этом весь свой день, ну, как бы там прошел. Вот, то есть это совсем другой образ жизни, да, другой образ жизни, которого у нас нет, вот, но мы почему-то по нему тоскуем, значит, забывая о том, что он связан, этот образ, вот с таким способом производства, да, что вы должны все это делать, вы должны целый день, собственно говоря, на это убить. Ну и да, люди общались либо в церкви по воскресеньям, либо на похоронах и свадьбах. Поэтому собрались толпой и пообщались. На самом-то деле коммуникация была гораздо меньше. Современные методы общения дают гораздо больше. И то, что у меня отключается периодически звук, вы меня не слышите, это хорошо, потому что сразу же в чате появляются комментарии, вас не слышно. Вот, ну как вас еще это возбуждать для того, чтобы вы задавали больше вопросов, писали комментарии и как-то реагировали на происходящее. Поэтому в этом тоже есть плюс. Хорошо, я себе повешу большую бумажку. Дима, проверь звук перед тем, как выходить в эфир. Потому что я его периодически выключаю. Чтобы лучше было слышно Владимира, а не звуки, которые у меня в комнате. Ну что, а нет у меня звукооператора, который бы сидел там, включал, выключал звук. Ну, приходится все одному. Так что уж звоняйте. Ну, что был за вопрос, вы поняли. Те, кто нас смотрит в прямом эфире, можете подняться вверх в чате и посмотреть на вопрос Дэвида, на который мы, собственно, и ответили. Вернее, Владимир ответил, а я уже так рядом постоял. Ну, давайте, мы уже приближаемся опять к 2 часам. Тут, как, кстати, вопрос, возвращаясь к вопросу о Милее, есть еще. А если бы была полная власть, то вообще возможно какой-то стране сразу перейти в анкап или все равно нужно делать постепенно? Но если полная политическая, то нет. Если власть понимать как в более философском смысле, то да. То есть, что такое, в чем разница? Значит, политическая — это когда вы президент, когда у вас там парламентское большинство, менты там за вас и все прочее, то есть вы можете всех принудить. Но если общество не хочет этого, то у вас ничего не выйдет. Вот. А в философском смысле власть — это тогда, когда ну, вот вы что-то людям говорите, они делают. Да? А они могут это делать, потому что они согласны с этим. Ну, либо они думают, что они вам верят. Ну, к примеру, как власть доктора над пациентом. Вот она на чем основана? На доверии. На доверии, да, там, ну и туда уже, мы туда дальше добавляем там репутацию доктора, репутацию науки, репутацию медицины, вот, какой-то опыт личный и так далее, и так далее, и так далее. Вот на этих всех составляющих основана власть доктора над пациентом. Вы когда на операцию ложитесь, на самом деле вы себя даете вообще в полную власть этому человеку, которого вы видите, может быть, первый раз, последний раз в жизни. Да, он вам делает укольчик, значит, вы отключаетесь, в принципе, он может сделать с вами что угодно, убить вас может. Ну, вот. Но вы почему-то вот это все исполняете, значит, отдаете себя в полное распоряжение. Почему? Потому что вы верите. Вот если такая вера есть, то тогда, условно говоря, в такой ситуации
захват, ну, получение власти, да, нужен просто для того, чтобы поставить точку. Потому что если вам люди уже верят в том, что там государство не нужно, и давайте мы его, значит, ликвидируем, и вы получили тогда еще и полную политическую власть при этом, то это означает, что у вас уже анкап. То просто надо завершить этот процесс, да, то есть и формально ликвидировать всю эту хрень. Вот, после чего сказать, люди, живите как хотите, вот, а мы вас трогать больше не будем, потому что нас больше нет, мы себя ликвидировали, вот, все. Да, и если люди уже у них в голове это все присутствует, да, то тогда, конечно, тогда это может быть одномоментная абсолютная процедура, так сказать, при вот таком вот условии. Если этого условия нет, то, да, то тогда даже наличие полной политической власти вас в анкап не приведет, тогда вам придется заниматься все равно минархизмом. Вот. Но минархизмом правильным на самом деле, а не тем, какой мы видим обычно. Вот. То есть постепенным ударами туда, где нужно. Вот тем, чем занимается сейчас Маск. Например, он занимается правильным либертарианским минархизмом. То есть он ликвидирует там потихоньку госрасходы, потому что госрасходы – это ключевой элемент. Ключевой элемент, на котором они все сидят. К сожалению, у Маска плохо очень с теорией, поэтому он, конечно, цели не достигнет. Но как бы делает он правильно пока что. Вот пока ему дают, он это все, значит, там ликвидирует. Вот это вот правильный минархистский метод, постепенный. Ну, Маска есть положительная вещь в его деятельности, то, что он открывает закрытые бумаги, и последние иллюзии людей, которые думали, что в США какая-то власть не такая, как в Украине, или государство какое-то другое, они видят, что все то же самое. Только в размеры больше. То есть там воруют триллионами. Если тут миллиардами, то там триллионами. Те же госчиновники на откатах, на отпилах, распилах. Все то же самое. То есть не надо рассказывать, что где-то иначе. Государство везде одно и то же. Оно устроено одинаково, цели у него одни и те же, занимаются все одним и тем же. И бронзовый конный памятник, то есть там Богдана Хмельницкого хотели снять, давайте снимем, посадим Маска туда на этого коня, вот, потому что он сделал уже столько, что он вполне заслуживает сидеть на этом коне, значит, в центре Киева. Маск на Тесле или на SpaceX в масштабе 1 к 1. Ладно, будем заканчивать. И тут наш же друг, вопроса которого мы начинали, пишет, что чиновники такие же, как и все остальные. Народ должен заставить чиновников служить народу. Так устроен мир. И вот мне интересно, давайте со списка, кто такой народ, вот посписочно, кто есть народ Украины по фамилиям, и кто чиновники по фамилиям, и как вот эти списки справа, списки лево будут заставлять делать что-то вот этих, то есть люди с левого списка будут заставлять людей из правого списка что-то делать. Предложите практику, и мы тогда поговорим дальше о функциях государства. Так что списочек, пожалуйста. Когда люди разговаривают абстракциями, это уже, честно говоря, задалбывает. Просто достает. Хотя мы, видимо, нам придется отвечать раз за разом на одни и те же вопросы. Народ, да, народ. Да, народу. Мы выйдем к народу и принесем ему истину. Блин, вот достает. Но ничего, но мы люди толерантные, не алчные, не злые. Поэтому мы в следующий раз вернемся снова к вопросам о народе и чиновниках. И о том, как народ должен контролировать. А еще слово «должен» мне очень нравится. Должен. Некий народ что-то должен. Ладно, все, будем на сегодня заканчивать. Спасибо большое, Владимир. Спасибо, секта, Анкап Акбар, всех, кто нас смотрел. Да, воистину Акбар. И будем сегодня заканчивать. Те, кто еще не подписался, подписывайтесь. Тем, кто шлет деньги, большое спасибо. У нас немного спонсоров, но есть. Нам прислали первые солы и соланы. Я попросил, поставил первым в списке донатов солан. Объясню почему. Потому что планирую выпустить первый либертарианский мемкоин. Попробуем. Я еще не полностью разобрался в этом мероприятии, но, в общем... А там нужно заплатить пол соланы. Так что большое спасибо неизвестному человеку, кто прислал нам одну солану. Так что первый либертарианский украинский мемкоин уже практически рядом.
Я еще не... Ну, то есть я дошел до того места, где нужно заплатить. Вот сейчас заплатим, а там будем разбираться дальше. Так что большое спасибо наш неизвестный спонсор, который прислал нам один салат. Все, всем спасибо и встретимся с Владимиром через неделю. Так что пишите комментарии, пишите вопросы, будем на них отвечать. Все, всем спасибо и до встречи. До свидания. До свидания.